Этот фильм будет разбит на 4 части, которые будут сделаны как отдельные ролики. Первая часть «Великая Тартария». Первая часть относится к периоду до потопа. Во второй части мы рассмотрим загадочный народ Чуди. Это то, что осталось от Великой Тартарии. В третьей части мы подробно рассмотрим поход Ермака в Сибирь. И в четвертой части мы посмотрим освоение Сибири в 19 веке. Официальная история пытается нас убедить, что до прихода Ермака в Сибири не было никакой государственности, были какие-то племена тунгусов, якутов, охотников, но государственного образования не было, а сама по себе большая часть Сибири была необитаема. Томские историки выдвигают другую версию. Они говорят, что вначале на территории Сибири жили тюркские племена, на смену которым пришли кыргызские племена. И именно их многочисленные памятники находят на территории Западной Сибири. И именно с остатками этих племен столкнулся Ермак со своей дружиной, когда пошел походом на Сибирь. Правда, историки говорят, что Ермак воевал с татарами. К сожалению, я не нашел внятного объяснения, как кыргызы стали татарами. Они утверждают, что эти племена овладели обработкой железа, о чем мы видим современные красочные картины тех племен, но пороховым оружием так и не овладели. Именно поэтому у Ермака сотоварищей было преимущество перед ними. Если заняться этим вопросом более подробно, то выясняется, что за 200 лет раскопок археологи не нашли никаких письменных источников, которые бы сказали имена таежных князей и даты их проживания. Более того, письменные источники указали бы на принадлежность этих племен к тюркам, ведь фотографии они после себя не оставили. Так откуда такая уверенность, что многочисленные памятники остались от тюркских и впоследствии кыргызских племен? Вопросы возникают и ответов нет. К счастью, в последние годы с развитием интернета большинство библиотек, в том числе российские, стали выкладывать в интернет в открытый доступ электронные копии старинных документов. Благодаря этому теперь каждый человек может попробовать выяснить, какие государства находились на территории Сибири ранее. Путем нехитрых манипуляций можно убедиться, что на территории Сибири в 15, 16, 17 и даже 18 веках территория помечена словом Тартария. Где-то написано Гранде Тартария, Великая или Большая Тартария, где-то указана Китайская Тартария, где-то написано Independent Тартария, то есть независимая Тартария или вольная. Ситуация обстоит следующим образом. Существуют десятки, если не сотни карт и глобусов немецких, французских, голландских или итальянских путешественников. Откуда эти карты? Неужели из параллельной реальности? Почему в нашей официальной истории нет даже намека, что в это время существовала какая-то Тартария? Я имею в виду период с 15 по 18 век. Хочу предупредить, что я в своих роликах не выкладываю карты, которые где-то там болтаются в интернете. Я всегда выкладываю карты, которые оцифрованы какой-то государственной или официальной библиотекой. А вот интересно, неужели от Тартарии остались одни карты? Давайте рассмотрим следующий документ. Называется «Россия или Московия и Тартария». Датируется 1630 годом. Вначале идет описание Московии. Здесь сказано, что на севере Московия заканчивается Северным океаном. К востоку Московия граничит с ногайскими татарами. На юге Московия граничит с крымскими татарами, и на западе Московия граничит с Польшей, Литвой, Ливонией и Швецией. Также перечисляются важнейшие города и реки Московии.
К сожалению, я не могу дать подробного перевода в силу того, что не владею латинским языком. Во второй части книги идет описание Тартарии. Написано: хотя тартарцы и варвары, примечание, в то время всех нехристиан считали варварами. Тем не менее, это народ древней славы. Они, однако, могут самостоятельно контролировать свою собственную жизнь и скифов. Далее что-то сказано про семя Авраама, кто-то там был замучен. К сожалению, перевести я это не смог. Далее сказано, что время от времени беспокоили Александра, Дария, Кира, Ксеркса и других царей народов более мощных. Теперь разделены на различные орды. Это равные народы. Есть прецапенцы, равные им белгородцы, добриценцы, финские их соседи. Орда сильная, прекопенцы черствые, восточные. Есть другие махайцы, другое частаракане. С другой стороны реки Дон, на реке под названием Волга, жили завольцы. Цезарь Баты, по-латински написано Бати, разрушил Венгрию и был разрушителем страны Московии. Раз и навсегда установил русское владычество. Были нагайцы, казанцы, другие казаки, бучар, самаркандцы. Есть более чем 7 отдельных императоров. Далее написано: из всех народов тартар только меньше всего прекопенцев, которые имеют враждебную окрестность, соответствующую емкости страны. Прекопенцы, однако, имеют территорию, защищенную по самой своей природе. Уважаемые зрители, я был бы очень рад, если кто-нибудь со знанием латинского языка взялся перевести эту книгу. А вот еще один документ, называется «Церковная история Тартарии». Документ датируется 1741 годом. В начале книги приводится карта Тартарии азиатской. Здесь в тексте крупными буквами можно найти имена императоров, взаимоотношения которых описаны. Можно встретить имена Петра I, Иоанна, Абул-Гази, Чагатая. Много имен неизвестных. Неужели нету книг, где Тартария упоминается на русском языке? Оказывается, такие книги есть. Перед вами новейшая всеобщая география, которая составлена по переводу Уильяма Гутри, 1809 год. Здесь он упоминает, что главный город у Великой Тартарии – это Тобольск, говорит, что Великая Тартария в древние времена называлась Скифию, и то, что Великая Тартария разделяется на 3 части – на Российскую Тартарию или Азиатскую Россию, к северу, к юго-востоку на Китайскую Тартарию и к юго-западу на Независимую Тартарию. Теперь, когда мы видим, что Тартария была указана не только на картах иностранных путешественников, но и на вполне официальных картах Российской империи, также мы видим, что существуют документы, которые описывают Тартарию на латинском языке, поэтому возникают вполне резонные вопросы. Что это было за государство? Что за люди там жили? Как они одевались? Какой у них был уклад? Давайте попытаемся ответить на эти вопросы. Давайте теперь посмотрим, как одевались тартары. Как вообще они выглядели. Вот картинка из отчета о путешествии в Московию, Тартарию и Индию Жана Стрюса, 1720 год. Мы видим слева изображение калмыцкого тартарина. Обратите внимание, что мужчина практически раздет. Судя по всему, было очень жарко. Справа мы видим изображение мужчины и женщины. Это черкесские тартары. Обратите внимание, что одежда содержит много меха. А вот еще один документ. Здесь приведен перечень костюмов разных народов. Датируется 1581 годом. На первой картинке мы видим изображение женщин благородных тартар. Вот маленько покрупнее. На другой картинке мы видим изображение скифов. Очевидно, что у скифов одежда более теплая. Судя по всему, они жили совсем на крайнем севере. Для сравнения здесь приведу одежду московских дам. А вот так изображал тартар еще один путешественник Луи Рене Букет. Следующие два автора приводят такие изображения восточных тартар в одежде и броне. Изображения датируются 1729 годом. Обратите внимание на форму мечей.
Вот так они изображали женщин восточных тартар. Обратите внимание на палатки на заднем фоне. А вот так они изображали западных тартар. Мы видим такую же форму мечей и также палатки на заднем фоне. Еще один автор второй половины XVIII века приводит такое изображение церкви тартар. Обратите внимание на необычную форму крыши церкви. Вот он также приводит еще одну картинку. Это древнее здание касимовских тартар. Сразу бросается в глаза отсутствие каких-либо окон. И совершенно непонятно наличие растительности на крыше здания. А вот для сравнения, этот же автор приводит изображение древних зданий Булгар. Очевидно, что стиль архитектуры совершенно другой. Также этот автор приводит такую интересную карту. Согласно этой карте, на территории Западной Сибири было как минимум две пустыни – Барабинская и Алейская. Справа на карте на территории современной Барнаульской области и Восточного Казахстана находится система довольно развитых соединений. Что именно это за соединение, не подписано. Скорее всего, это дороги, которые соединяют различные рудники. Также на дорогах мы видим такие объекты, как станции. На карте мы видим несколько изображений звездных крепостей, которые в легенде так и подписаны. Укрепления. Есть и подтверждение в пользу того, что эти соединения не являются дорогами. На одном участке на французском написано, что этот участок является древней линией. Очень странно, почему дорога названа линией. Это противоречит правилам современного французского языка. Более того, на карте есть участки, где дороги проходят через несколько рек. Если это действительно дороги, то тут возникает необходимость строить несколько мостов. Зачем это делать, когда можно было просто обойти этот участок? И самый главный аргумент. Эта система никак не связана с центром, то есть с Москвой. Судя по всему, эта система была сделана задолго до прихода сюда Российской империи. Также этот автор приводит еще одну карту, и на ней написано, что это карта колоний Германии, на которой расположена Волга с территорией Саратова. Справа внизу на этой карте мы видим, что это территория пустыни Калмыкской. Официальная история ничего нам не говорит про время, когда территория Саратова и часть Волги была колонией Германии. Также этот автор приводит план, где изображен монастырь Аблайкит, который находился на территории Восточного Казахстана. Он приводит изображение этого монастыря снаружи. Также приводит изображение монастыря изнутри, с устройством колонн. Этот монастырь был буддийским монастырем, и здесь автор приводит изображение буддийских идолов и лам. Согласно официальной версии, монастырь Аблайкит действительно был буддийским монастырем, но принадлежал джунгарам. Сейчас монастырь, к сожалению, разрушен. Очень странно, почему джунгары, которые были кочевниками, построили такой монастырь. Какой в этом был вообще смысл? Давайте посмотрим еще один документ, который относится к более позднему периоду. В нем приведены изображения костюмов народов Азии. Здесь автор приводит изображение тибетца. Мы отчетливо видим, что изображение тибетца намного отличается от современного народа, который проживает на территории Тибета. Также автор приводит такое изображение корейца. Может быть, этот художник просто не мог рисовать народы Азии и по привычке рисовал всех европейцами? Нет, это не так. Если мы посмотрим на изображение китайского воина, мы отчетливо видим, что это действительно китаец. Тут перепутать никак нельзя. Давайте опять вернемся к описанию Уильяма Гутри. Здесь про Тибет и Бутан он пишет: «Жители управляются не только в духовном, но и в светских делах. Начальником веры языческих тартар, который называется Великий Лама, и который объявляет свою волю непосредством лам подчиненных». Давайте теперь обратимся к родословной истории о тартарах, написанной Абулгачи Баядур ханом. Здесь он приводит несколько версий расшифровки словосочетания Далай-лама. По одной версии Далай-лама это поп Иван, и Абулгачи Баядур хан отбрасывает эту версию. По другой версии означает всемирный поп. Вот еще одном документе от 1665 года изображали так ламу.
А вот так изображали моголишей, которые жили в китайской Тартарии. Как еще выглядели народы той территории в то время? Здесь он приводит изображение тартарского курьера в порту у атамана, приводит вот такое изображение якута, вот так по его версии выглядели черкесы, а вот так по его версии выглядели и одевались самоеды. Также приводит вот такое изображение семьи чукотцев. Сразу бросается в глаза обильные татуировки на лице и теле мужчины и женщины. Ребенок одет в костюм, полностью состоящего из меха. Женщина, похоже, нисколько не смущается обнаженной груди. Еще раз напомню, что это изображение начала 19 века. На этой картинке изображено, как амазонки отдают честь тартарскому эмиру. Следующая картина – служение дьяволу и идолопоклонство у черкесов. Следующий документ – это галерея картин, отчет о путешествии в китайскую Тартарию и Великую Тартарию, год издания 1729 год. Автор галереи сначала посетил китайскую Тартарию. Я приведу лишь несколько картин. На мой взгляд, китайская Тартария показывает представление о Китае того времени. В общем-то, ничего необычного я не увидел. Если вы хотите посмотреть остальные картины путешествия в китайскую Тартарию более подробно, пожалуйста, заходите по ссылке, которую я приведу к описанию к видео, и смотрите сами. Далее здесь мы видим картину, на которой изображена карта Великой Тартарии. Вот фрагмент более подробно, написано «Тартария Московская». Следующая серия картин представляют собой отчет о поездке в Московскую Тартарию. На этой картине мы видим, как переправляют багаж через реку. Первое, что бросается в глаза, это наличие пальмы на берегу реки. На переднем плане мы видим, как двое мужчин, судя по всему, оказывают медицинскую помощь человеку. Может быть, он сломал ногу, а может быть, присосалось какое-то насекомое. На следующей картине мы видим подпись «Как жили могульские тартары». На этой картине мы видим процесс торговли лошадьми. На этой картине внизу подпись «Прием у принца Тартарии». Мы видим необычной формы палатки и пальмы вокруг. На этой картине мы видим изображение свадьбы между ногайскими тартарами. На этой картине мы видим процесс перемещения домов тартарцев. Также вокруг пальмы. Зачем было переносить дома, непонятно. На переднем плане мы видим упряжку из 20 валов. Также необычно здесь то, что у верблюдов нет горбов. На этой картине мы видим процесс инаугурации Большого Хана. Мы видим двух людей, сидящих в позе лотоса спиной друг к другу, на ткани, которую держит множество людей. На этой картине идет описание. Инструменты музыки различных людей. Сверху перечислены все, кто здесь присутствует и на чем играет. Здесь присутствуют турки, китайцы, папуасы. Обратите внимание, что на заднем фоне мы видим, как папуасы жарят на вертеле человека, судя по всему белого. Видимо, не так все было однозначно в Тартарии. Может быть, художник изобразил этот эпизод по реальным событиям, а может быть, просто в те времена считалось, что папуасы всегда должны жарить людей. Также на заднем плане мы видим изображение необычной формы замка. Следующий рисунок – дворец Большого Хана. На переднем плане мы видим изображение фонтана. Наверху фонтана стоит ангел, в правой руке он держит трубу, в левой руке держит, судя по всему, молот. Изображены 4 змеи с собачьими головами. Из чрева этих существ льется вода. Сам фонтан очень сильно похож на дерево. Под деревом около чаш сидят животные, похожие на львов. Живые это или статуи, непонятно. На самом замке на входе мы видим изображение человека, сидящего в позе лотоса. Справа и слева от входа сидит множество людей в позе лотоса.
Следующая картина. Снизу подпись «Император Тартар и великолепие». По центру подпись «Тартарский кайзер». Здесь каждый фрагмент картины подписан. Пройдемся по каждому из них. Цифра 1. На переднем плане мы видим изображение людей в китайских шляпах. Надпись гласит «Упавшие ничком в почтении». На полу мы видим плитку, на которой можно разглядеть какие-то то ли символы, то ли письмена. Под номером 2 изображены тартарцы западные и корейцы. Под номером 3 изображены телохранители. Идем дальше. Номер 4 подписано «Отправление голландцев». Номер 5 «Ввод аудитории». Номер 6 «Стражи знати». 7 номер «Трон». 8 номер «Великое царское чаепитие». Номер 9 «Император». Над троном мы видим изображение птицы в виде птеродактиля. Также мы видим, что колонны, несмотря на свою толщину, покрыты красивым узором. Следующая картина имеет такое описание. Фейерверк тартарцев. На нем присутствует большой хан и множество народа. В центре картины находится здание, которое в описании обозначено как суд. Слева и справа от здания суда мы видим обычные трехэтажные здания, очевидно с высокими потолками. К сожалению, качество картины не дает нам судить о стиле архитектуры этих зданий. Сверху в небе мы видим надпись «Конструерен». Возможно, это название города. По крайней мере, я не нашел перевода этого слова. Вообще не нашел в интернете упоминаний этого слова. Следующая картина. Сама по себе картина достаточно странная и имеет такое своеобразное описание. Приключения бедного испанского юриста и путешественника, отвергнутого его коллегами, прибывшими в Тартарию. Судя по всему, это какой-то фельетон. Всерьез воспринимать эту картину смысла не имеет. Но тем не менее, здесь мы видим помимо изображения необычных животных, двухэтажные дома с колоннами в готическом стиле. Картина это 18 века, и вполне можно сказать, что это средний российский город, может быть сибирский город 18 века. По крайней мере, эта картина дает нам понять, что у французов были такие представления о тартарском городе в то время. В заключении хочу подвести некоторый итог. Мы убедились, что Великая Тартария – это не какой-то миф, а действительно существовавшая страна, в которой было несколько императоров. Очевидно, что в ней было множество разных народов. Судя по картам и некоторым картинам, территория Западной Сибири была покрыта пустынями. Тартарцы были кочевниками и кочевали вместе с домами. Также у тартарцев были города с высокими зданиями. Мы увидели, что в московской Тартарии удивительно сочетается архитектура античная и восточная. Далеко не факт, что российская Тартария была недоступна для путешественников из Московии. Просто все материалы были тщательно зачищены. В европейских библиотеках до сих пор хранится очень много материалов по истории и описании этой страны. Пришло время найти их и перевести.